Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события недели с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, но вы люди интуитивны. И я думаю, какие-то альтернативные варианты просто развития событий вы можете как и предположить, так и где-то наметить, что же мне делать. Какие-то подсказки словом будут. Сегодня две колоды карт. И Таро Висконти Сфорца, а это у нас Оракул Ленорман, именно Оракул. Поэтому давно не делала расклады на этой колоде. И давайте мы с вами узнаем, что, по мнению Оракула, для вас будет наиболее актуально на этой неделе. Или чему уделить внимание, или, может быть, вопросы, которые помимо нашей воли, как-то всплывут на поверхность. Что для рыб и рыбок нам посоветует Оракул. Чему уделять внимание? Ух ты! Ну, что выпало, то выпало. Поэтому будьте внимательны. Понятно, что карты мыши, но не сулят особо чего-то так хорошего, да? И значит, карты нас как минимум хотят предупредить, что наша безопасность будет целиком и полностью зависеть от нас. И в первую очередь это что? Это значит не расслабишься. Поэтому где-то не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Это может касаться чего угодно. У кого-то это может быть и в отношениях касается. А у кого-то это мы сами себе неосторожными действиями можем чем-то себе навредить. У вас сейчас должен быть вообще любой риск сведен к минимуму. И когда выпадает эта карта, знаете, есть такое, как будто именно по оракулу проходит, уже замечено, как будто за нами наблюдают. Вот кому-то мы интересны, понимаете, и словно могут ожидать, когда мы как будто оступимся или споткнемся. И нам еще вдобавок могут прилететь какое-то ускорение, придать нам его кто-то может, понимаете? Поэтому, наверное, всяческую возможность риска, второй раз повторяю, надо исключить. Надо настолько, вы люди очень интуитивные. Во-первых, вы можете прочувствовать таких людей. Вся задача лишь в том, чтобы допустить эту мысль, что люди ведут нечестно. И тогда нет ничего невозможного. Рыбы и рыбки, только если прошляпить что-то могут. Но если, как и мы все, но если другие, допустим, прочувствовать так остро человека не могут, то ваша интуиция, она безошибочно вам даст какую-то вовремя подсказку. Поэтому, первое, мы никуда не торопимся, потому что начнем спешить, мы на полном ходу пролетим и ничего-то не заметим. А ведь это может быть какой-то штрих. Или, знаете, как в пространстве, словно предупреждение какое-то, а мы этого не заметили. Это может быть и воровство буквально. Поэтому сумочки, кошельки, внимательно, дважды, наверное, внимательно. Фишинг мы не забываем, все электронные системы расчетов. И также не переходим по каким-то ссылкам. Вообще, если вы не уверены, что это, допустим, приходит вам какое-то письмо или информационное сообщение на вашу почту, и выглядит это все достаточно приемлемо, так вот просто помните, что как раз фишинг у нас в таком расцвете, что может тебе подделать даже где-то известные сервисы, понимаете? Поэтому как минимум эту ссылку надо сначала нажать и посмотреть окошечко, что же там откроется, а потом подумать, а что это было вообще. И главное, мне это нужно или нет. То есть какие-то недобросовестные люди, ситуации, мы можем с ними столкнуться. Нам что-то может быть подано как какой-то вау-проект. Или то, что, допустим, к примеру, давай попробуй сейчас, тебе ничего не будет. Вот с этой позиции, да, так вот помните, тайное становится явным, особенно теперь, наверное, когда у нас Лилит приблизилась к Венере, но пусть это произошло 29 июня. И у меня есть, кстати, на вкладке сообщества ссылка как на мой сайт. Я там по всем сферам жизни написала, как это влияет черная луна на нас. Так и есть для каждого знака зодиака. Но все не напишешь, понятно. Так вот, я о чем хотела сказать. 29-го это как бы кульминационный день, но вот это приближение Лилит к Венере, оно может за 10 дней до того проигрываться и также после.
И поэтому, хотя теоретически этот период должен быть с 3 по 9 как раз где-то более спокойный, но мы никогда не знаем наверняка. И как раз по Лилит вот тайное становится явным, вот здесь что-то потом нам может вылезти, и причем таким боком, что мы где-то можем пожалеть. У кого-то это может проиграться как состояние тревоги, беспокойства, на душе мне вот как-то неспокойно, такое тоже может быть. Но это может быть и конкретно какой-то ляпсус, словно мы можем себе допустить. Знаете, у кого-то это может быть внутреннее еще, ну, какие-то переживания, словно какой-то стресс, может быть, по той ситуации, которая была. И тогда нам надо как-то эти эмоции исключить, потому что они нам так или иначе замыливают глаза. Все, что к нам приходит в виде эмоций, мы словно, ну, просто отказаться должны. Эмоции нам будут мешать просто увидеть какую-то реальность, понимаете? Мы не можем даже, находясь в толпе или когда мы едем в транспорте, задуматься надолго, словно погрузиться в себя, потому что мы словно выпадаем из внешнего мира, а здесь вам надо держать руку на пульсе в течение недели. Давайте узнаем. Может быть, это в целом предупреждение и касается какого-то конкретного человека, о котором вы знаете. А может быть и какая-то ситуация. Вот давайте у карт Таро проясним вопрос, как они видят для вашего знака зодиака. И первая карта у нас будет традиционно. Что важно знать на неделю с 3 по 9? Чего не избежать или, может быть, какие-то неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Давайте узнаем. Что по финансам и личная жизнь. Что важно знать? Ваша карта. Поэтому, правда, интуицию мы здесь слушаем. И король кубков, его как раз отличает возможность, как вот эти самые эмоции спрятать вот в этот кубок. Видите, держит. Даже с крышкой изображен. Значит, если нужно, значит, спрятать нужно очень хорошо. И он умеет быть и злым, и достаточно проницательным, и непроницаемым. Вот это идеальное, наверное, с учетом карты мыши, позиция на неделю, и решение каких-то материальных вопросов для него тоже, в принципе, проходит удачно. Даже из какой-то патовой ситуации всегда есть возможность как будто найти выход. Но или это вопросы, которые касаются, в принципе, какого-то благополучия, или все же мы можем и столкнуться с таким же человеком, может быть, и вы его знаете. Это человек, который у нас, получается, рожден рыба, рак, скорпион, или имеет асцендент, или, кстати, имеет по знаку Луна, вот проходит. И тут не всегда мы знаем, даже многие люди не знают. Но, как ни крути, по этой карте иногда проходят манипуляции какие-то. Или манипуляторы великие, не без этого. Поэтому помимо ваших каких-то умений просчитать или предчувствовать где-то, уметь транслировать одно, тут мы должны как раз транслировать какую-то доброжелательность. Значит, даже если мы столкнемся вот с такими прямо там, скажем, как мошенничеством, и ведь может такое быть, мы не должны об этом заявить, мы никому ничего не доказываем. Мы где-то сохраняем марку и не даем понять человеку, может быть, конкретно, что мы уже просчитали его какой-то коварный план. Понимаете? То есть хитрить придется. Так и люди-то тоже могут хитрить. Поэтому вот этот момент примите к сведению. Давайте посмотрим, что же там за неожиданности. Вот и очень интересно, у каждого по-своему. Смотрите, старший аркан, карта Верховной Жрицы. Это тайных знаний. То есть это мы можем столкнуться с какими-то непредвиденными ситуациями, которые даже просчитать практически невозможно. И единственное, что нам помогает, интуиция. Мы можем даже избежать этого, если будем интуитивно, знаете, чувствовать людей вокруг. Может быть, перенести, как, знаете, говорят, чувствовать, как растет трава. Вот такая обостренная интуиция вам точно будет помогать. Это как возможность, например, чувствовать, когда на вас кто-то смотрит, предположим, да, вот есть такое, проигрывается. Или я словно под колпаком, я чувствую, что за мной наблюдают. Вот все то, что я говорила по карте мыши. И здесь ведь, знаете, что может в неожиданностях, как будто реально нет каких-то предпосылок, а именно где-то на уровне ощущений
предположений, и вы знаете, им надо доверять, даже если пока какое-то событие не материализовалось. Тут нужно настолько доверять самому себе и своему шестому чувству, потому что это, наверное, вот с такими-то картами это самая надежная позиция будет. Вот как будто так. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Ну, не время благодушествовать, правда. Карта эгоиста у нас выпадает. Нам говорят, с деньгами проблем не будет. И, кстати, не время тратить эти деньги, если уж мы так говорим. Но и не время расслабляться. Тут может захотеться себя побаловать чем-то. И, в принципе, нам эта карта позволяет, но не в этой позиции. Нам четко говорят, этому не время. Сохраняем деньги, и они, это 9 все-таки. По нумерологии это преддверие перемен. То есть что-то будет в обстановке меняться. И даже то, что сейчас непонятно, вы только на уровне чувств где-то предвидите. Пройдет время, и вы убедитесь, что вы были правы. Вот конкретно так говорят. Поэтому и еще раз, все сохраняем. А ведь у кого-то эта карта мыши может как раз совпасть с тем, что когда мы получаем деньги, и есть у нас какие-то свидетели, что мы идем с деньгами, поэтому дважды будьте аккуратны, где-то так. Не теряйте карточки, будьте внимательны. Да, вот шестерка пентаклей, деньги будут. У кого-то крупное получение денег. Деньги приходят, как будто с одной стороны они нам помогают решать проблему или что-то вот осуществлять. С другой стороны, процесс как будто не закончен. Нам по девятке кубков говорят, что будет какое-то продолжение. И хоть и тут у нас кубки, но карта-то про материальные ценности. Значит, деньги в последующем нам будут нужны. Они помогают как и теперь, так и в последующем решению каких-то вопросов. И самое главное, на сохранение, мои дорогие. И вот материальные вопросы как раз и проходят, я сказала, что сфера финансов, она важна для короля кубков, потому что вот в этой колоде нам изображен, как будто, на троне сидит король, а во многих колодах он сидит, предположим, Таро иллюминатов, он словно среди волн находится, а вот этот материальный постамент и есть та основа, на что он может опереться. Вот как-то для вас так же. Дела, работа, бизнес. Какие-то новые планы, какие-то проекты, может быть и новости по поводу вашего как и нового проекта, или это задумка, когда я что-то вот приступлю к чему-то новому тоже, или с элементом новизны. У кого-то меняется закон, и вам придется что-то переделывать, может отчет какой-то или что-то такое, потому что изменились какие-то условия, есть момент обновления, а у кого-то это будут, может быть, дети, и их какие-то вопросы или вопросы, связанные с их обучением, предположим, или все-таки у нас верховная жрица, ведь у нас как бы знания проходят, и может быть вы будете думать, куда ребенок будет поступать, или по какой специальности лучше выбрать, или что мне, куда, в какую школу отдать. Тут и такие могут тоже пройти вопросы, и опять же слушаем, чувствуем сами себя и свою интуицию, потому что как будто материально мы этот момент не просчитаем. Тут надо прочувствовать. Наверное, как Экзюпери сказал, всего глазами не увидишь. Важно прочувствовать сердцем. Вот у вас тема на всю неделю, как квинтэссенция, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот как-то так. И это будет самое надежное. У кого-то из вас это могут быть и предложения, ведь какие-то новости приходят, и перед нами открываются новые перспективы. Или мы можем немножко изменить какую-то коррекцию в свои планы внести, потому что внешне какие-то перемены тоже произошли. Но вообще это карта вдохновения, когда мы занимаемся тем, что нам нравится. И посмотрите, у нас показана ситуация, нам сказали, деньги есть, и причем в таком хорошем объеме. Но что-то, чтобы не прошляпить, как будто мы не должны повторить какой-то опыт, тройка мечей. Это всегда мы уже наступили где-то прежде на какие-то грабли, и, может быть, не раз. И теперь нас карта предостерегает от того, чтобы мы еще раз что-то словно прошляпили или, может быть, на что-то согласились. Поэтому, несмотря на то, что деньги есть, мы не должны в чем-то ошибиться. Может быть, буквально это с картой мыши связано, когда мы можем оказаться среди каких-то таких мошенников. Поэтому деньги бережем, не в карманы кладем, буквально, мои дорогие рыбы и рыбки,
но и какие-то потайные, более надежные места. Тут вот есть момент того, что мы должны быть все-таки с деньгами аккуратны, по-другому не могу трактовать. Хотя может быть и та ситуация, когда мы на что-то потратимся, а потом будем сожалеть. Вот этого тоже не должно быть. Или нас кто-то тут умаслит речами какими-то, давай мы приобретем вот это, вот то, или купите, допустим, да, вам это прям вот очень необходимо, ну уж такой какой-то предмет важный, а в последующем либо предмет сломался, либо мы скажем, боже мой, как я себе позволила, чтобы меня уговорили. То есть вот этот момент, есть какая-то вот ошибочность, понимаете, как будто сыграть могут на наших эмоциях. Вот будьте внимательны. И что у нас в личной жизни? Ну, мои дорогие, не могу сказать, что про любовь. Ни одна карта не про любовь, правда? Больше логики и рационализма, внимания, интуиции, просчета какого-то математического буквально. И нам здесь выпадает король мечей. Это могут быть буквально у кого-то вопросы, которые связаны с высокими инстанциями, с какой-то бюрократической машиной, иерархией. Мы, кстати, эту иерархию уважаем. Мы не идем против закона. Наоборот, если мы идем по закону и даже узнаем, как правильно сделать по закону, мы себя словно страхуем. Мы можем обратиться как и к нотариусу, например, или согласовывать какие-то документы, спрашивая, как это правильно сделать у юриста. Карта мыши, я надеюсь, это не проиграется для вас, для всех. Может быть, просто будет как человек с каким-то дурным характером или хитрый человек, и вы его распознаете, и, не давая ему понять, что вы его раскусили, где-то так аккуратно отойдете в тень. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.